Всем привет! Наверняка, когда вы смотрели своего любимого стримера, ему донатили какую-то большую сумму денег. Ну и, соответственно, всплывает вопрос. А сколько они зарабатывают? Ну и мне тоже стало это очень интересно, так что давайте разберемся. Какова идея? Я беру несколько стримеров, и они будут соревноваться в нескольких номинациях. Первая. Общая сумма всех донатов за первые 2 часа стрима. Вторая номинация. Самый большой донат за стрим. И третья. Самая веселая реакция на донаты. Не, Алёша, мне лень. Спасибо за 9 миллионов рублей. Выпью за твое здоровье, но расписываться в ВК не хочу. Сразу скажу, если вы решите написать в комментариях, что ролик не объективный, во-первых, есть только два мнения. Мое правильное и ваше неправильное. А во-вторых, вы абсолютно правы. Потому что каждый стримит в разное время, разные тематики или совместно с кем-то, а это тоже может влиять, даже если кто-то просто сидит на заднем фоне. Как я планирую считать донаты? Все просто, я как больной буду сидеть с калькулятором и высчитывать все донаты. Вообще, вначале я планировал считать полные стримы, а потом понял, что это будет просто очень долго. Чтобы высчитать хотя бы 5 стримеров, уйдет около целого дня. Ну, поэтому я пришел к решению, что буду считать только первые 2 часа стрима. Первый у нас в списке Солнце Твича, Антон Т2Х2. Сам стрим был довольно обычным, вначале он просто поговорил, а уже потом смотрел всякие видосики. Считать его донаты было легко, поскольку они были нечасто, и к концу стрима я получил сумму 30 тысяч. А если это умножить на месяц, мы получаем 840 тысяч. Напомню, мы считали только первые 2 часа стрима, то есть настоящая сумма будет в раза 2-3 больше, плюс я не считал мемы. И если вы подумали, что больше точно уже ни у кого не будет, то потерпите. Я думаю, у вас получится удивить. А следующий у нас идет один творец. В его нике есть буква И. Правильно. Стинт. В начале Стинт сильно проигрывал по донатам. У него было 1007. Ну, потом зашел Шейх, и пошло. Зрения на полности контента мало. Нихуя! Снимал. Я там просто перешел по твоему баннер нормальному через 25. Так ты тот донат то прочитай. Я получается уже 15 отправил. Понятное дело, что если бы не этот донатер, Стинт бы столько не собрал, но в итоге у нас получилось 57 тысяч, что в месяц 1 600 000. Дальше с такой суммой доната нужно было найти человека, который может составить конкуренцию. И я подумал, что это может сделать Danger Леха. И почти сразу я пожалел, что я его выбрал, потому что я с первых минут был как печатная машинка, донаты просто лились. Я не понимаю, это воспринимать как комплимент или как иди нахуй сюда, да? Спереди волосы будто по-другому надо. Ну, это я еще тестирую, Спасибо. Лёха, ты именно та самая подкачка, кружная из крас. Спасибо большое, спасибо. Да? Здорово, Лёха, Здорово. хорошего. Спасибо, бибки не раздаем сегодня, но спасибо большое за комплимент, да? Привет, я твой фанат. Был? Сказал маме оцени на 10. Иначе сказала притча, мама, скажи, я дурачка. Но я тебя все равно люблю. Бля, идите оба нахуй. Спасибо большое за саб. То будешь как жил. Примерно в таком режиме прошел первый час, за который он обогнал и Тоху, и Стинта, а за все 2 часа он заработал 63 тысячи. И следующим у нас идет Илья Мазелов, стрим-марафон 24 часа по ДСТ. За этот стрим ему задонатили довольно мало, возможно, потому что это был марафон, но в итоге вышло 5562 рубля. Следующий на очереди у нас главная ляля Твича, Ростик. Минималка у Ростика всего от 100 рублей, поэтому считать их было неприятно. Но всего за стрим у нас вышла небольшая сумма в 25 тысяч. В итоге, в номинации за наибольшее количество донатов за стрим выигрывает Danger Леха. Второе место Стинт и третье место Тоха. Теперь давайте узнаем, у кого самая богатая аудитория и кому задонатили самую большую сумму за 2 часа стрима. Дипломом первой степени за самую богатую аудиторию награждается Максим Шабанов. Дипломом второй степени за самый большой донат награждается Ростик. Диплом третьей степени за самый большой донат получает Danger Леша. Номинация «Самая смешная реакция на донат». Тут объективно оценить не получится. У Мазелова почти не было донатов, Стинт почти всегда кричал на донаты, ну а у Тохи была реакция какая-то супер-мега-вайбовая, как у какого-то друга. А у Ростика и у Danger Лехи были самые эмоциональные реакции. Спасибо. Да? Женька, забей. Выглядит заебись. Ой, Варь! Остальные сидят уроды без вкуса. Варя, ну, Хорошего блядь, Варя, почему именно ты заняла мою позицию? Ну, тебя зовут Варя, ну, при всем уважении, блядь, ну, хотя бы фейканула, написала бы, блядь, Антонина, нахуй, ну, это вообще пиздец, ну, Варя говорит что-то за Передаю за вкус, проезд. блядь. Сейчас Нуриман Спасибо за ворует подписку. лицо. Ты как шлюха с трассы. Блядь, ну, я после Нуримана такая же шалава была.
Диктуй адрес, дам тебе подрочить перед смертью. Да и, в смысле, мужику, бля, я не буду мужику дрочить перед смертью, я не умираю, блядь, долбоёбы, я живу, ёпта, я живой. Я живой? Алло? А если я давно погиб, и это я в раю? И у меня... А если я в раю, и это лучший исход моей жизни? Мне понравилась реакция и Ростика, и Лёхи, так что пускай у них будет лучше братская победа. Ну а если вы хотите посоветовать, как улучшить эту рубрику или добавить своих стримеров, можете написать об этом в комментариях. И напоследок, у вас есть 7 секунд, чтобы подписаться на мой YouTube канал, иначе у вас будет в жизни все хорошо, у вас будет девушка, у вас будет работа и любящий всего один отец.